Вы хотите жить в городе-саде? Смотреть из окна не на пробки, а на деревья. Дышать свежим воздухом, не отказываясь от преимуществ цивилизации. Возможно, такое будущее ждет нас уже через 30 лет. Ключ к изменению городской среды – распространение беспилотного транспорта. Как это возможно? Что для этого нужно? Давайте разберемся. Привет! Вы слушаете подкаст «Пошло-поехало». Здесь мы рассказываем об IT в современном транспорте. Когда эти технологии появились, как они изменили жизнь человека и в каком будущем мы с ними будем жить. Слушаем мнения экспертов и не забываем, что за каждым научным рывком стоит человек и его история. Тема беспилотников в обсуждении будущего транспорта горячая, как пирожок с повидлом. Начнем с авиации. Именно авиаконструкторы первыми стали экспериментировать с беспилотными технологиями. И неудивительно. С одной стороны, в воздухе гораздо меньше препятствий, а значит и шансы угробить технику или случайного прохожего тоже небольшие. С другой стороны, в беспилотниках всегда были заинтересованы военные с их большими бюджетами. Итак, все началось с испытаний 1915-1918 годов. Меньше чем за 5 лет компания Siemens & Halske запустила больше сотни дистанционно управляемых планеров. Они взлетали с земли и с дирижаблей. Могли нести до 1000 килограммов бомб каждый. На основании этих опытов проектировали бомбардировщик «Летучая мышь», но этот проект не был реализован. Одной мышью дело не ограничилось. Технологию совершенствовали, и в 1947 году американский военно-транспортный самолет перелетел через Атлантический океан. Полет был абсолютно самостоятельным. Взлет и посадка тоже на автопилоте. Между прочим, это самые сложные маневры в пилотировании. Советские конструкторы не отставали. С 60-х было выпущено несколько серий беспилотных самолетов-разведчиков. Беспилотники-разведчики российского производства есть на вооружении ВВС и сейчас. Холодная война только подогрела интерес к беспилотным технологиям. Беспилотные ракеты звучит очень заманчиво. Но о беспилотном наземном транспорте по-прежнему всерьез речь не шла. Все изменилось в 1960-м, когда студент Стэнфорда Джеймс Л. Адамс начал работать над технологией дистанционного управления. Его идея была в том, чтобы использовать для управления видео. Представьте, вы на экране видите объект, допустим, игрушечную машинку. Ей можно управлять дистанционно. Ничего необычного. Но 60 лет назад эта мысль была революционной. Однако давайте сначала переместимся в 1939 на Всемирную выставку в Нью-Йорк. Ее тема – «Мир завтрашнего дня». На 5 квадратных километрах развернулись зоны. Они посвящены будущему, в том числе транспорта. Кстати, тут есть и советская делегация. Она показывала проект станции метро Маяковская для московского метрополитена. Одну секцию станции даже построили в павильоне в натуральную величину. Авторы, архитектор Алексей Душкин и художник Александр Дейнеко, получили за свою работу гран-при. Загадывали ли они, что в 21 веке к их станции будут подъезжать беспилотные поезда? Возможно. В Советском Союзе разработки в направлении дистанционного управления транспортом тоже велись. За время работы выставку посетило около 44 миллионов человек. В том числе экспозицию автомобильной компании General Motors. Она называлась «Футурама». Дизайнер Норман Белл Геддес спроектировал крупномасштабную модель, которая отражала будущее через 30 лет. В модели он воссоздал все типы местности Америки. Через горы, реки, озера, города и поселки автор проложил идеально прямые автомагистрали. По ним двигались беспилотные автомобили. Так, он и визионеры General Motors представляли себе конец 60-х. Правда, без Фрая, Лилы и Бендера. Что представляли из себя беспилотники по версии General Motors? Автомобили выглядели похожими на традиционные, но в футуристическом космодизайне. На них стояли радиопередатчики, которые контролировали расстояние между автомобилями. Кроме того, двигались беспилотники по специальному углублению. Такой рельс, но наоборот.
Хотя предложения General Motors и поражали воображение в 1939-м, их беспилотный автомобиль так и остался фантазией. В отличие от стэнфордской тележки Джеймса Л. Адамса. Студент магистратуры Стэнфордского университета Джеймс Л. Адамс создал тележку, чтобы проверить интересную теорию. Может ли кто-то на Земле так эффективно управлять по видеосвязи транспортным средством на Луне, чтобы ее полностью объехать? Спойлер. Нет. Тележка состояла из платформы и 4 велосипедных колес. На каждой из них поставили электродвигатель. Видеокамера была закреплена на платформе и смотрела вперед. 3 года доработок и испытаний показали, что у видеоуправления есть очень серьезные ограничения. До препятствий должно быть такое расстояние, чтобы тележка не врезалась в него быстрее, чем получит сигнал от оператора. Что это значило? Или приходилось максимально убирать задержку сигнала, или ограничивать скорость движения. В общем, Адамс пришел к выводу, что объехать Луну, управляя транспортом с Земли по видеосвязи, проблематично. Пилотируемая миссия на Луну отправила исследование Адамса на полку. Спустя 10 лет о нем вспомнили, и возникла идея попробовать сделать из тележки беспилотник. В 1970-х математик Джон Маккарти основательно доработал тележку. Он оснастил ее системой, благодаря которой тележка могла сама двигаться, ориентируясь на белую линию. В систему входили камеры, дальномер и 4 канала для сбора информации. В 1979 году случился прорыв. Тележку оставили в комнате, где расставили много стульев. И за 5 часов она ее пересекла абсолютно самостоятельно. Стало ясно, что создание беспилотного наземного транспорта принципиально возможно. И пошло-поехало. За дело принялся немецкий инженер Эрнст Дикманс. Он стал одним из пионеров в разработке компьютерного зрения и беспилотных технологий. Сначала Дикманс и команда оснастили 5-тонный фургон компьютером. Это помогло обойти проблему с телеметрией, то есть передачей данных из машины на внешний компьютер, который ею управляет. В фургон поместилась вся аппаратура, чтобы машина управлялась сразу изнутри. Программное обеспечение давало команды рулю, тормозам и дроссельной заслонке. Машина принимала решения, оценивая изображение окружающей среды, последовательно в режиме реального времени. За 6 лет команда Дикманса, во-первых, выпустила беспилотник на улице, во-вторых, разогнала его до 96 км в час. А знаете, что больше всего тормозило работу ученых? Компьютеры тех лет были недостаточно мощными. Опять мысль человека опережала свое время. Впрочем, Дикманса и его команду не остановило и это. Они решили проблему с помощью инновационного подхода к зрению беспилотника. Его сделали динамическим. Метод назвали 4-мерным подходом. Если раньше нужно было сохранять все изображения, которые снимали камеры, то теперь это не требовалось. Компьютер не перегружался, но все равно мог верно оценивать, где машина находится и с какой скоростью едет. Кроме того, Дикманс придумал двигать камерами скачкообразно, как двигаются глаза человека. Благодаря этому система научилась вычленять из всей окружающей информации только самые важные детали. А еще была внедрена оценка ошибочных предсказаний. Машина оценивала, насколько верно она предположила, какой будет ситуация на дороге дальше, и училась на своих ошибках. По сути, это была первая модель машинного обучения, которая могла оценивать окружающую обстановку. В конце 80-х в Европе была запущена программа «Прометей». «Прометей» остается крупнейшим научно-исследовательским проектом в области беспилотных автомобилей. Участники, университеты и крупные европейские автоконцерны потратили за 7 лет 749 миллионов евро. За это время беспилотные автомобили научились ездить в разных условиях. Стало ясно, что робот-автопилот не может выйти из-под контроля и стать умышленно опасным. А тестировали автопилоты, в том числе и в общественном транспорте. В 1994 году на заключительной презентации проекта автопилоты Дикманса проехали более 1000 километров с гостями на борту. Они ездили по 3-полосному шоссе, разгонялись до 130 км в час. И все это в обычном трафике. Через год, в 1995-м, и рекорд скорости, и рекорд расстояния были побиты. Тогда человеку приходилось брать на себя управление примерно 1 раз на 9 километров. Отличный результат.
В 2022, спустя 27 лет, компания Waymo заявляет частоту вмешательств один раз на 9000 километров. Впечатляет, что такие успехи были достигнуты с черно-белыми камерами. То есть беспилотники не могли распознавать желтую разметку. Но все равно 95% пути ехали автономно. Дикманс опередил свое время и в идеях, и в их воплощении. Многое из того, что он придумал еще в 80-х, начали использовать сейчас в современных беспилотниках. Например, имитацию движения глаза и, конечно, машинное обучение. Когда заходит речь о беспилотности, говорят о ее уровнях. Их 6. Ими обозначают, насколько близок автомобиль к тому, чтобы безопасно ездить по общественным дорогам без участия человека. Разберемся в отличиях. Чем уровни отличаются друг от друга, решает Ассоциация инженеров автомобилестроителей SAE International. Стандарты SAE приняты государственными регуляторами, инженерами, производителями и инвесторами разных стран. Коротко говоря, на нулевом уровне никакой автоматизации вождения нет, а на 5-м уровне автомобиль в любой ситуации ведет себя как квалифицированный водитель, хоть посередине тундры, хоть в пробке в Мумбаи. Очень важно помнить, что уровни автомобилям присваивают изготовители. Иногда их описания бывают оптимистичны. И еще один важный нюанс, прежде чем мы перейдем к описанию уровней. Ключевое условие, которым SAE определяет автоматизацию вождения, это способность машины самостоятельно ехать постоянно. То есть меняются условия вокруг, что-то происходит неожиданное, пробка, лось на дорогу выбежал, неважно. Автопилот должен нести на себе 100% ответственности за происходящее. Это называется решать динамическую задачу вождения. Как уже было сказано, нулевой уровень — это полное отсутствие автопилота. При этом в машине могут быть системы помощи водителя, например, круиз-контроль. Но никакой ответственности на автомобиле нет. На первом уровне система может управлять на постоянной основе либо рулением, либо ускорением или торможением. И то, обстоятельства, в которых автопилот работает, очень ограничены. Если ваша машина может при включенном круиз-контроле держать расстояние до едущего впереди автомобиля и притормаживать, это автопилот первого уровня. На втором уровне ваш автомобиль будет уже и прибавлять газу, и тормозить, и рулить. Но водитель должен быть готов мгновенно перехватить управление. Для этого производители устанавливают системы, которые следят, держит ли водитель руки на руле и не отвлекся ли он от дороги. В 2020-м в Германии компании Tesla было официально запрещено использовать в маркетинговых кампаниях слово «автопилот». Оно создавало впечатление полной автономности, которую машины обеспечить на самом деле не могли. Вообще, автомобили второго уровня корректно называть не беспилотниками, а машинами с расширенной системой поддержки водителя. В 2016 году в США произошла первая авария с участием беспилотника, в которой погиб водитель. Tesla S протаранила тягач с прицепом, который двигался перпендикулярно через перекресток. Автопилот то ли не смог распознать препятствие в белом тканевом фургоне на фоне яркого майского неба, то ли дал сбой из-за длинного свеса фуры и большого дорожного просвета. Водитель Теслы не среагировал и проехал под тягачом, а затем протаранил 2 забора и врезался в столб. Водитель скончался на месте. После этого случая производители автопилотов стали еще активнее работать над системами, которые заставляют водителя постоянно оставаться начеку и не снимать руки с руля. Найти автомобиль, которому присвоен 3-й уровень беспилотности, очень сложно. Дело в том, что разница между 2-м и 3-м уровнями заключается в степени вовлеченности водителя. Если на 2-м надо реагировать мгновенно, то на 3-м не настолько быстро, но все же сразу. На практике получается, что когда производитель пытается сделать автопилот 3-го уровня, у него получается сразу система 4-го уровня. В полной мере беспилотником можно назвать как раз автомобиль 4-го уровня. Считается, что он умеет все сам и не требует внимания водителя, но только в определенных зонах. То есть там, где его обучали ориентироваться. Проще говоря, если у беспилотника 4-го уровня нет карты, никуда он не поедет и ничего без водителя не сможет. А вот в беспилотнике 5-го уровня, скорее всего, не будет ни руля, ни педалей. В теории такую машину можно закинуть хоть в тайгу,
хоть в Париж, и она там прекрасно сориентируется. Грань между 4 и 5 уровнями на самом деле в инфраструктуре, в сверхточных картах с огромной зоной покрытия, чтобы беспилотники могли ориентироваться где угодно. А еще в количестве беспилотников на дорогах. Потому что беспилотник учится не только на собственном опыте, но и на опыте всех других беспилотников, с которыми может обмениваться данными. Уже сейчас есть проекты беспилотников 5 уровня. Это Zoox, Arrival и Flip от Сберавтотех. Забавно, что инженеры General Motors верно предсказали использование в беспилотниках радаров. Но без чего еще не обходится современная автономная машина? Максимальный набор систем — это видеокамеры, один или несколько лидаров, радары, инерциальный датчик и программное обеспечение. Важная часть ПО — это способность автомобиля учиться, практикуясь на дороге. Пожалуй, главная из перечисленных технологий — это лидар. Если говорить коротко, это система, которая при помощи лазерных лучей создает 3D-карту всего, что окружает машину. В первую очередь лидар устанавливают на крышу машины. Он постоянно направляет лазерные лучи во все стороны. Когда луч встречает объект, он отражается и возвращается обратно в лидар. Объект — это и автомобиль, и пешеход, и велосипедист, и остановка. ПО лидара обрабатывает информацию и создает трехмерное изображение всех окружающих объектов. Получается, что автомобиль при помощи лидара видит все в объеме и точно знает, где что находится в каждый момент времени. Расстояние до объектов может быть как 2 сантиметра, так и 100 метров. А еще, благодаря лидару, беспилотник становится более безопасным. А в отличие от радиосигнала, который испускает и принимает радар, лазер отражается и от тканей тоже. Возможно, если бы на Tesla S был бы установлен лидар, той ужасной аварии в 2016 не произошло бы. У лидара есть два недостатка: высокая стоимость и чувствительность к погоде. То есть ночью лидар работает отлично, а вот метель может его запутать. Видеокамера и радары — это тоже часть зрения беспилотника. Видео создает визуальный образ объектов, а радары помогают определять скорость их движения. А инерциальный датчик на колесе сообщает мозгу машины о начале движения и остановке. Разные типы сенсоров дополняют друг друга, их функции могут частично совпадать. Но это хорошо. В беспилотниках работает тот же принцип, что и в самолетах. Ключевые системы должны быть дублированы, чтобы отказ одной не стал фатальным. Кстати, еще одним серьезным толчком к развитию технологий стали гонки беспилотников. В 2004-м Минобороны США объявила соревнование автомобилей-роботов. Оно называлось DARPA Grand Challenge. Целью мероприятия было, конечно, не посмотреть зрелище, а подтолкнуть ученых и инженеров вкладывать силы в разработку беспилотников. Правила были следующие. Автомобили не должны ни во что врезаться. Любое вмешательство человека во время гонки запрещено. Маршрут сообщили командам только за 2 часа до старта. Канавы, песок, камни, стоящая вода, узкие туннели — все это машина должна была преодолеть самостоятельно. Первая гонка состоялась 13 марта 2004. На участке в 230 километров за приз в $1 миллион собирались бороться 15 команд. Стартовать смогли только 8 машин. До финиша не добралась ни одна. Когда мы говорим о беспилотном транспорте, речь идет не только о личных автомобилях. В 2015 году лидеры более 200 стран подписали Парижское соглашение по климату. Это очень повлияло на развитие общественного транспорта. Автомобили в городе являются главным источником загрязнения воздуха. Так что одна из целей соглашения — пересадить горожан из машин в общественный транспорт. С каждым годом он становится экологичнее и комфортнее. Следующий логичный шаг — беспилотные технологии. Тем более, что все больше горожан отказываются от покупки автомобиля. Беспилотный общественный транспорт — это не только автобус без водителя. Это системы, которые анализируют транспортные потоки и могут ими управлять без влияния человека. Представим аварию на перекрестке. Система анализирует транспортный поток, видит, где собираются заторы, и предупреждает водителей, что нужно искать объезд. Сам транспорт под влиянием беспилотных технологий тоже изменится. Эксперты говорят о том, что маршруты станут более индивидуальными. Сейчас, чтобы добраться до работы, приходится подъезжать до метро или вызывать такси. А что если можно будет вызвать беспилотный общественный шаттл? Он каждый раз будет ехать по новому маршруту, подстраивая его так, чтобы подвезти несколько пассажиров.
При этом он будет гораздо комфортнее автобуса или маршрутки. Принципиальное отличие такого транспорта – это то, что он везет от двери до двери, а не от остановки до остановки. Прощайте пересадки и проблема последней мили. Уже упомянутый выше Flip – это как раз прототип такого транспорта от Сберавтотеха. Заказывая его через приложение, пользователь может выбрать индивидуальную или совместную поездку. В первом случае машина будет недоступна для других заказов. Во втором, система может выстроить маршрут так, чтобы брать других пассажиров. Автономный общественный транспорт в мире уже есть, например, в метрополитенах. В России электропоезда «Ласточка» уже начали оснащать беспилотными решениями. Это тот же набор машинного зрения, что и автомобилей. Лидары, радары, видеокамеры, а еще тепловизоры и ультразвуковые датчики. Беспилотные «Ласточки» умеют определять, где находятся, тормозить перед препятствиями и останавливаться на платформе с точностью 50 сантиметров. В первую очередь, беспилотные поезда запустят в Москве на МЦК. Автономные маршруты автобусов и трамваев – это вопрос ближайших лет. Например, 10-я часть всех улиц Сингапура уже отдана для свободного тестирования беспилотников. В 2022 году правительство запустит регулярные маршруты автономных автобусов между районами. Водители автобусов уже переподготавливают в инженеров по безопасности беспилотников. При этом по Осло уже курсируют беспилотные автобусы, а аэропорт убирают беспилотные снегоуборщики. Финляндия тоже не отстает. Правительство разрешило тестировать беспилотники вообще в любом месте страны. В Южной Корее автоматизация дорожного движения – это вообще транспортный нацпроект. Власти страны переделывают дороги в умные, чтобы беспилотники могли легко и безопасно по ним ездить. Ведь в планах, чтобы в 2030 году 54% машин в продаже были беспилотниками. А что же у нас? Уже через 2 года, в 2024-м, трасса М11 Москва-Санкт-Петербург откроется как логистический коридор для беспилотных грузовиков. Мир стоит на пороге, готовясь перейти от тестирования беспилотников к массовому запуску автономных машин на дороге. Страны-лидеры в этой области – США, Китай и Россия. Через 20 лет новый транспорт полностью изменит города. Пока автомобилем управляет человек, ему приходится держать его рядом. Превращать огромные полезные площади в парковки. Но беспилотник – это другое дело. Его можно оставить где угодно, и он приедет по вызову к нужному времени. Это значит, что дворы из парковок снова превратятся в места для жизни. Заправки, мойки, автосервисы и любая автомобильная инфраструктура больше не будут нужны в жилых зонах. Скорее всего, количество личных автомобилей станет гораздо меньше. Наконец, площадь, покрытая асфальтом, тоже уменьшится. Можно надеяться, что города станут тихими, чистыми, комфортными и гораздо более зелеными. Снова мечты и фантазии человека изменят мир.